Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание последней цифре в вашей дате рождения. Поговорим о том, какая же тайна скрыта в последней цифре вашей даты рождения и на что вам обязательно стоит обратить внимание. Давайте, друзья, вместе с вами более подробно будем во всем этом разбираться. Числа даты рождения – это главные числа, которые определяют судьбу человека без исключения. И роль каждой цифры, она уникальна, и каждая из них наделяет человека чем-то конкретным. Каждый из нас родился в определенный день, так как существует такое понятие, как предыдущая карма. Поэтому и дни, и цифры имеют определенные характеристики. У каждой цифры своя энергетика, свой характер, свои способности, и это она несет и своему владельцу. Считается, что время рождения каждого человека предопределено свыше, поэтому последняя цифра года рождения имеет большое значение. С этой цифрой тесно взаимосвязана одна из 5 стихий. Это может быть земля, огонь, дерево, вода или металл. Каждая из этих стихий оказывает непосредственное влияние на важные этапы в судьбе человека. Энергия стихий – это фундамент всего живого. Эти энергии играют большую роль в жизни каждого человека, формируя его мысли, поступки и создавая его как личность. У каждой стихии имеется свое качество и своя цель. Они проявляются как в физическом, так и в духовном мире человека, поэтому и определяют все аспекты его жизни. Это и взаимоотношения, это учеба, работа, настроение, привычки, потребности, успехи и даже болезни. Поэтому, взяв последнюю цифру вашего дня рождения, рассмотрим ее связь со стихией и какое влияние на вас она способна оказать. Итак, если ваша цифра года рождения заканчивается на циферку 8 или 9, то знаете, что стихия ваша Земля. Земля – это центр и отвечает за смену сезонов. Цвет желтый или оранжевый. Стихия Земля – это основа человеческой жизни. Она символизирует веру, стабильность, здравый смысл и честность. Люди стихии Земля обладают такими важными качествами, как надежность и терпимость. Эти люди с ответственностью относятся к своим родным и близким людям. Правда, несколько амбициозны. Проблемы, возникающие у них на пути, решают постепенно, по мере их поступления, не спешат и с выводами. Решения принимают обдуманные, все взвесив перед этим, и обладают расчетливым умом. Хорошо также у таких людей развита и интуиция. Те, кто их окружают, стараются быть похожими на них, так как такие люди обладают высокими морально-нравственными ценностями, соблюдая при этом этику, очень дисциплинированы, несколько, правда, консервативны. Обладает умением четко планировать и следовать плану, способностью принимать правильные решения не спеша, умеют находить и решения ситуаций, когда другие люди из них не видят выхода. Характер людей Земли может позволить ему стать хорошим руководителем, специалистом, его будут всегда ценить, а еще у таких людей хорошо развито логическое мышление. Они целеустремленные и практичные люди, а в современном мире это очень важно. У людей Земли хорошие отношения с деньгами, они умеют и знают, как их зарабатывать, всегда бережно и с уважением к ним относятся, умеют правильно спланировать и свой бюджет. Что-либо запланировав в своей жизни, знают, что их ждет в перспективе. Эмоционально сдержаны, но не позволят никому сесть себе на шею. Этим людям не хватает по жизни любви, поэтому они очень бережно относятся к отношениям, которые есть в их личной жизни. Они не авантюристы и несколько, правда, медлительные, но в отдельных случаях им присуща жесткость и упрямство. Любят все держать под контролем и отдать должное. Это у них с легкостью получается. Руководствуются часто только своей выгодой и интересами. Эти люди боятся неизвестности, их это очень пугает, в результате чего у них могут возникнуть нервные расстройства и развиться даже депрессия, панические атаки.
Эта стихия оказывает влияние на пищеварительную систему, поджелудочную железу и селезенку человека. В трудные минуты человеку Земля окажет помощь его цвет, поэтому не стоит бояться обращаться к нему за помощью. Обустраивать жилье ему нужно подальше от рек, озер, моря, то есть мест с повышенной влажностью. Далее, если последняя цифра вашего года рождения 6 или 7. Итак, ваша стихия огонь – это юг, сезон лета, цвет красный, алый. Стихия огня – символ энергии, она может быть как положительной, то есть согревать, а также и отрицательной, то есть обжигать. Как огонь стремится вверх, так и люди огня стремятся к лидерству, к славе и к признанию. Люди огня отличаются высокой самооценкой и уверенностью в себе. У них сильно проявляются такие черты характера, которые связаны с упорством, с настойчивостью, самоутверждением, своенравием и неуступчивостью. Это, как правило, умные и дружелюбные люди, решительные в своих делах и в своих действиях, но не обладают ораторскими способностями, что не позволяет им полностью раскрыть свои таланты. Любят приключения и постигают постоянно что-то новое. Их активности и энергичности можно позавидовать. Обладают качествами, присущими руководителям. Также они хорошие организаторы. Они не подчиняются чужой воле, командовать и руководить будут только они, хотя нередко делают это со стороны. Это привлекательные и притягательные люди, не любят находиться в одиночестве, они себя нормально чувствуют в окружении людей, которые любят и уважают, очень привязаны к родным и стараются всячески поддерживать семейные отношения, не теряют связи с родителями. Люди огня удачливые, обладают хорошей интуицией, способны принимать правильные решения, которые касаются денежных поступлений и материальной стабильности, благодаря чему деньги присутствуют в их жизни в нужном количестве. Эти люди обычно ладят хорошо с деньгами, умеют правильно их тратить, получая при этом удовольствие и умеют их накапливать. Любят помогать людям и заниматься благотворительностью. Они наделены недостатками, несколько агрессивны, стремятся достичь поставленных целей любым способом, независимо каким. Несколько, правда, эмоциональны, у них не хватает терпения дождаться результатов. Какой-то определенной цели, они могут быть эгоистами, обладают и амбициозностью. Эта стихия управляет сердцем и кровеносными сосудами, то есть отвечает за кровообращение. Если в жизни будут наблюдаться отклонения от влияния стихии, то у вас начнутся проблемы со здоровьем. Людям огня желательно научиться избегать всплесков эмоций. Людям огня стоит выбирать для жизни большие города, так как для них там много перспектив. Далее, если у вас последняя цифра года рождения заканчивается на цифру 4 или 5, ваша стихия дерева, восток, сезон весна, цвет зеленый и мятный. Стихия дерева – это символ начала и тесно связана с рассветом, с рождением нового дня. Стихия дерева символизирует собой мудрость, удачу, признание и счастье. Дерево также считается символом энергии и роста. Ему присуща дипломатичность, сила и настойчивость. Люди стихии дерева – это личности, получившие разностороннее развитие. Это праведные, благородные люди, жизнь их простая и, как правило, спокойная. Их настойчивости и трудолюбию можно позавидовать. Благодаря этим качествам они достигают определенных успехов. К людям, которые их окружают, они довольно требовательны, но в то же время получают от них поддержку в любой ситуации. Порой взваливают на себя много разных дел одновременно, поэтому не могут как следует довести до конца начатое. Благодаря стихии дерева они постоянно ставят перед собой новые цели, планы на перспективу и стараются двигаться только по уже намеченному пути. Они много достигают в жизни благодаря самообладанию и непоколебимой уверенности в своей правоте. Это люди с множеством интересов. Они обожают все красивое, стремятся к высоким чувствам. Важным для них является то, какое место они будут занимать в обществе. Стараются, чтобы стабильность присутствовала в их жизни, чтобы семья жила в достатке.
Достигнув определенных высот, они не останавливаются на достигнутом, продолжая дальше работать, не покладая рук, двигаясь вперед по намеченному плану, но они не охотники за богатством и радуются тому, что у них есть. Этим людям нужно жить по средствам. Долги и кредиты не для них. Не нужно делать ненужных и спонтанных покупок, стоит делать больше сбережений. Человек, которому покровительствует стихия дерева, требователен как к себе, так и к окружающим его людям. Его деловые качества способны помочь ему стать хорошим руководителем. Его умение составлять четкие планы, умение быстро анализировать создавшуюся ситуацию позволит ему справиться даже со самой сложной задачей. Он обладает даром убеждения, поэтому люди, которые разделяют его идеи, легко за ним последуют. Он может проявить себя в любой сфере деятельности, добродушие и доброжелательность помогает ему продвигаться по карьерной лестнице. Окружающие видят в нем перспективу и стараются его поддержать. Однако, как я вам уже говорила выше, стремление сделать побольше и сразу может закончиться тем, что ни одно из начатых дел не будет доведено до конца. Зеленый цвет помогает людям этой стихии получать отдых, снимает усталость и помогает быстрее преодолеть болезни. В организме человека эта стихия может оказывать влияние на мышцы, связки, сухожилия, суставы, а также оказывает влияние на работу желчного пузыря. Селиться таким людям нежелательно в тех местах, где дуют сильные ветра. Далее, если ваш год рождения оканчивается на цифру 2 или 3. Итак, стихия воды – это символ взаимопонимания, щедрости, возможности приспосабливаться к любым условиям, склонности к путешествиям. Люди воды очень обаятельны и отзывчивы. Им не чуждо сочувствие. Они отличаются от других людей гибкостью, умом и креативностью. Обладатели потрясающего воображения, которое используют себе во благо. Они обладают организаторскими способностями, а также хорошие исполнители. Они обращают свое внимание на талантливых людей в их окружении, помогая им развивать их. Этим людям подходят профессии, связанные с миром искусств. Они хорошие артисты, музыканты, а еще прекрасные работники в сферах, связанных с обслуживанием и с питанием. Они легкие в общении, могут быть очень убедительными, обладают дипломатическими способностями, хорошо развитой интуицией, способны обратить внимание на такие жизненные моменты, на которые не обратят внимания другие люди. А также людям воды свойственны такие черты характера, как скрытность и неискренность, и они вряд ли поделятся своими секретами с другими людьми. Они склонны манипулировать окружающими их людьми. Всегда и во всем стремятся найти выход, что попроще, как говорится, и что полегче, так как по жизни они несколько пассивны. В отношениях люди воды к друзьям относятся несколько теплее, чем в своей собственной семье, где они проявляют ревность, претензии и обиды. А друзья, они менее зависимы, чем от членов семьи, поэтому и отношение такое. У этой стихии больше всего друзей, но и проблем в личной жизни тоже больше у нее. Но есть и то, чему стоит у них поучиться, это то, что они твердо стоят на своих ногах, независимы, придерживаются только своего выбранного пути. К деньгам они относятся несколько небрежно. Это люди настроения. По магазинам предпочитают ходить с друзьями и с родственниками, покупая им подарки и радуя их. Они не умеют экономить, вкладывать деньги во что-либо. Покупают всегда больше, чем надо. Это касается как еды, так и вещей. Они любят вкусно поесть и долго поспать. Они следят за своим здоровьем, так как хотят на долгие годы сохранить молодость и быть привлекательными. Но нервные ситуации все-таки дают о себе знать. Это могут быть как головные боли, сердечные боли из-за того, что страдает пищеварительная система. К сожалению, такие люди живут прошлым, поэтому не всегда ценят настоящее. Это люди воспоминаний. Людям этой стихии, как ни банально звучит, не следует находиться в местах с большим количеством воды. И если ваша последняя цифра года рождения 0 или единица. Итак, стихия металл – это символ богатства, процветания, предприимчивости и многогранности. Поэтому люди, которые принадлежат этой стихии, самые амбициозные, зачастую безжалостные и обычно по жизни самые преуспевающие в любой сфере деятельности. Это независимые, самостоятельные люди, что объясняется тем, что у них очень сильный характер.
Они любят не только себя, но и проявляют заботу об окружающих их людях. По натуре сдержаны, но при случае всегда смогут отстоять свою точку зрения. Их решительность может вызвать зависть у людей других стихий. Они твердо и уверенно шагают по своему выбранному пути, и свернуть с него не заставит их никакая сила. Они решительны и надежны, держатся немножечко особняком, стараясь не сливаться с толпой, имея на все свои взгляды. Риск для них – это обычное дело. Главное, чтобы это было не даром. Люди металла выдержанные, постоянные. Они закаляются от любых проблем, делаясь от этого еще сильнее, оставаясь при этом верными своим принципам и убеждениям. Их главная цель – во всем достичь успехов и устроить свою жизнь. Опираются при этом только на свои убеждения. Мнение окружающих ничего для них не значит. Отношения с близкими людьми очень теплые, проникнуты доверием и любовью. Так как металл – это прирожденный борец за справедливость, зачастую профессии связаны с юриспруденцией. Они выбирают профессии политиков, общественных деятелей, руководителей предприятий. Люди металла рано обретают финансовую независимость. Их стремления часто связаны с богатством и с роскошью. Иногда это цель в любой работе. Любовь к роскоши приводит к тому, что деньги с легкостью тратятся на совсем ненужные вещи, в которых просто нет необходимости. Люди этой стихии страдают от заболеваний, связанных с дыханием. Людям этой стихии хорошо селиться возле горной местности и сосновых лесов. Это будет для них как энергетически полезно, так как и физически, потому что горный воздух будет для них полезен. Вот такой, друзья, очень важная ценная информация мы хотели с вами поделиться сегодня. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк. В комментариях обязательно напишите слово «благодарю». Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.